вас очень рады приветствовать в эфире. Сейчас к нам присоединится Стефано Фрассине, и у нас с вами сегодня должен быть эфир по поводу динамических и проприоцептивных тестов. Поэтому сейчас ждем Стефана. Так, я вижу, что вы к нам подключаетесь. Я надеюсь, что меня видно, слышно, потому что с этой гарнитурой я еще ничего не проводила. Я не знаю, как вам меня видно и слышно, но я надеюсь, что все будет хорошо. Stefano, okay, I'm waiting for you, and we can start. Сейчас к нам Стефано присоединится. Ага, вот я его вижу. Сейчас все должно получиться. Ну-ка. Hi. Oh, we have done it. Great. Yeah, at the first time, so getting better. Yes, we are getting better and better. Со второго раза у нас получается еще лучше, чем с первого. Okay, buongiorno. Всем здравствуйте. So, hope you are doing well. Welcome and to this Enjoy the Food Part 2. Today we are going to talk about dynamic tests for the food. Я надеюсь, что у вас у всех все хорошо. Я рад вас приветствовать. У нас сегодня вторая часть нашего эфира, и мы с вами будем говорить о динамических тестах для стопы. We are going to talk about 4 tests for proprioception and food performance, from the basic to the advanced and more challenging tests, plus 1 test in order to, that is useful to predict Achilles tendinopathy. Мы с вами сделаем 4 теста, посмотрим 4 теста на проприоцепцию и на функцию стопы от самого базового уровня до достаточно продвинутого. И еще один тест, который может вам помочь правильно определить тендинопатию ахиллова сухожилия. At the end of this section, I will be glad to respond to all the questions that you eventually have. So if you have any question about the food, I'm very glad to try to give my response. И в конце нашей встречи я буду рад ответить на ваши вопросы о стопе, все, что у вас возникнет в процессе. Пожалуйста. As usual, who has already joined my seminars in Moscow or in Novosibirsk, or those who were here 2 weeks ago, you guys know that I don't like lab tests. I like clinical tests, reliable, with evidences, and then can be affordable in all the clinical settings where you work. И те, кто были на моих семинарах в Москве или в Новосибирске, или те, кто присутствовал на нашей встрече 2 недели назад, вы уже наверняка знаете, что я небольшой любитель лабораторных тестов. Я люблю клинические тесты. Они должны быть простые, они должны быть надежные, они должны иметь некое подтверждение научное, и самое главное, их должно быть легко провести. So for the test that we are going to show now, you need 2 very expensive tools. Для теста, который я вам сейчас покажу, вам нужно будет 2 инструмента очень дорогих. 3 very expensive tools. The first one is a ruler that is at least 30 centimeters long. Первый инструмент – это линейка, длиной, по крайней мере, 30 сантиметров. You can find it for free as a giveaway material in many fairs, or maybe you can buy it for, I don't know, 50 cents.
Можно разжиться таким инструментом бесплатно на каком-нибудь мероприятии, где их часто выдают как маркетинговый материал, но можно потратить 15 центов и приобрести. And the second very expensive tool is a roll of tape, kind of 3 euros roll of tape. Значит, второй очень дорогой инструмент – это моток лейкопластыря. Ну, вот у меня за 3 евро. And the third test is a chronograph. So you can use a watch or you can use your cell phone, but you need a chronograph. Ну и, наконец, нам нужен секундомер. Мы можем использовать часы, мы можем использовать телефон, то есть любой доступный нам таймер. Okay, so let's go with the first one. The name of the first test is one leg stance. Значит, первый тест, который мы будем разбирать, тест так и называется, в положении на одной ноге. To be a good test, you need a score. And in this test, the score is made from the mistake or the mistakes that the patient will do during the test. Для того, чтобы у нас с вами был надежный тест, у нас должна быть некая шкала результатов. И здесь у нас баллы в тесте будут складываться из ошибок, которые будет совершать пациент в процессе выполнения теста. So the testing position is standing on one leg with the eyes closed. Тест выполняется в положении на одной ноге. Пациент стоит на одной ноге, при этом у него закрыты глаза. Holding this position for 1 minute. И он должен сохранить это положение в течение 1 минуты. So in this minute, you have to count every time the patient open the eyes or land the other leg or touch the ground with the other leg or lift the first finger or lift the fifth one. Значит, пока пациент у нас стоит в течение 1 минуты, ваша задача считать все его ошибки. Под ошибками подразумевается его попытка открыть глаза, посмотреть, его попытка опустить вторую ногу, коснуться земли, выровнять свое положение тела за счет того, что он опустит вторую ногу, или ситуация, когда он отрывает большой палец стопы, или когда он отрывает мизинец. Okay, so I'm going to demonstrate the short version of it. Сейчас я вам продемонстрирую короткую версию. So I think you cannot see me. Now you should see me. So standing on one leg, eyes closed, arms along the body. Итак, я думаю, что сейчас вам должно меня быть видно. Вот такое положение у нас тела. Я стою на одной ноге, глаза закрыты, руки опущены вдоль корпуса. So first mistake, eyes open. So if the patient, each time the patient open their eyes, it's 1 point. Первая ошибка – открытые глаза. Каждый раз, когда пациент открывает глаза, все, мы ему считаем 1 балл. Second mistake, when the patient touch the ground with the opposite leg, the one is supposed to be lifted. Вторая ошибка вот такая, когда пациент второй ногой, которая должна в воздухе находиться, касается пола. For the third mistake, I need to get closer. I think you can see my foot. Okay. Я думаю, что теперь вам будет видно мою стопу, потому что для следующей ошибки вы должны ее видеть близко. The third mistake is lifting the fifth finger. Третья ошибка – это когда пациент вот так поднимает мизинец. And the last mistake is lifting the first finger. И последняя ошибка – это когда поднимается вот большой палец стопы, первый палец. This test has been performed on both legs. And you need to compare the left with the right or the injured with the non-injured side. If the differences between the two sides is more than 10%, then the test is positive.
Тест выполняется обязательно на обеих ногах и сравнивается правая и левая сторона, или, допустим, поврежденная конечность, которая восстанавливается после травмы, и неповрежденная. И если расхождения в количестве ошибок составляют больше 10%, то тест считается положительным. So, for example, let's do it in a very short version. So, 3, 2, 1, go. The minute you started right now. Делаем мы с вами сейчас тест. Представьте, что я у вас пациент, такую короткую версию будем делать. Вот мы начали, и ваша задача теперь считать все мои ошибки. So I'm still at 0, but now I touch the ground, so 1. Вот до этого у меня был 0, Two. вот я коснулся 1, 2, 3. 3, Then I open my eyes, it's 4. открываю глаза, это 4. So my score on the right side is 4. Вот у меня, допустим, количество баллов на правой стороне будет 4. This is on the left side, and now I lift my fifth. Сторону. Теперь у меня оторвался пятый палец от поверхности пола. So now I'm lifting my fifth and touching the ground with the opposite leg. This is 2 points. Lifting the finger, 1, and touch the ground, 2. И когда я оторвал пятый палец, у меня еще и противоположной ногой я пола коснулся. И это сразу 2 балла. Получается 1 за то, что мизинец оторвался, 1 за то, что противоположной ногой коснулся. Let's see if you can see my foot. How can I do this way? Okay. So let's see my foot. Okay. Standing. Вот давайте теперь мне на стопу посмотрим. Look at my fifth finger. Вот, Now посмотрите. I'm lifting. This is a mistake, okay? Вот. If I'm doing lifting, ошибка. lifting, and lifting again, this is a 3 points. Если Just вот 3 так times. мы 3 раза оторвали пальцы, то это уже ошибка как бы 3 раза совершенно, это уже 3 очка сразу. Okay. What's the meaning of considering the lifting of the finger as a mistake? В чем же суть того, что мы вот такое поднятие пальцев считаем ошибкой? We know that we have intrinsic muscle of the foot that are very important for stabilizing the 4 domes of the foot we have spoken about last time, 2 weeks ago. Мы с вами знаем, что у нас у стопы есть внутренние мышцы, которые очень важны для стабилизации сводов стопы. So when you lift a finger, it means that the intrinsic muscle of the foot are not good enough to control the perturbances that are coming from the testing position. Когда нам приходится в процессе выполнения теста отрывать пальцы от поверхности пола, это значит, что внутренние мышцы стопы, которые должны сохранять ее целостность, не работают достаточно хорошо и не могут противодействовать тому напряжению, тому воздействию, которое создается у нас этой позой. So at the end of the test, when you have tested both sides, you need to write a report. That means the date and the score. It has no sense to use just one test. We use a cluster of tests. Когда вы все проверите, вам в конце дня нужно будет написать небольшой отчет, то есть вы записываете дату и результат, который получился по тесту. Использовать только один тест не имеет смысла, всегда нужно использовать целый набор тестов. The cluster of tests that we are using here in Physio-Kinesio Clinic are one leg stance test. The second is the acronym is BEST. That means balance, error, scoring system test. Значит, мы используем следующие тесты. Мы используем вот здесь в клинике тест в положении на одной ноге. Мы используем тест на ошибки при сохранении равновесия. Then there's a crossover test for time and a crossover test for length.
И у нас есть тест на так называемый скрестный тест на время и скрестный тест на длину. So the second test we're going to see is the BAST, BASST test, Balance Error Scoring System test. It is a combination of different positions in a sequence. Сейчас я вам покажу следующий тест. Вот это как раз тест на оценку сохранения равновесия. И этот тест проводится путем того, что в ходе теста пациент принимает несколько разных положений одно за другим. Maybe I should say it before, but I forgot. All the tests must be performed or in barefoot or using the 5 fingers. Я вам должен был but not with shoes. сказать раньше, но я забыл, поэтому я исправляюсь. Все тесты вы проводите либо босиком, либо может быть обувь вот по типу 5 пальцев. Но в обычной обуви тесты проводить нельзя. So I can see on the screen that there are some questions are coming, but I would prefer to finish the presentation of the test and then answer to the questions, okay? Я вижу, что вы пишете вопросы, я их вижу на экране, но я вам расскажу все, что я хотела рассказать по поводу тестов, а потом я к вопросам обращусь. So the best test, BESST test, okay? So it's a sequence of position. First, standing on 2 feet, but in a close position. That means very close, finger to finger, foot to foot. Итак, рассматриваем теперь тест, вот этот самый best тест, тест на баланс. Значит, первое положение в этом тесте: пациент стоит на обеих ногах, но стопы расположены как можно ближе друг к другу, вот таким образом. Then 20 seconds in this position. Then 20 seconds one leg. 20 секунд в таком положении, следующие 20 секунд в положении на одной ноге. 20 seconds other leg. Следующие 20 секунд на другой ноге. Then in tandem position, so one foot in the front, one foot in the back. Let me show the position. Сейчас я вам следующее положение продемонстрирую. Нам нужно такое положение, чтобы одна нога была впереди, одна сзади. Okay. So tandem position. The feet are on the same line. Вот такое положение нам нужно принять. Значит, стопы на одной линии расположены. 20 seconds. And then 20 seconds tandem position on the opposite line. Потом 20 секунд на противоположной ноге такое же положение. And then tandem position, but on soft surface like this one. А потом такое же положение, но на мягкой поверхности. Вот, например, на такой, на неровной поверхности. So 20 seconds. Okay. 20 seconds standing on 2 feet. 20 seconds one leg stance. 20 seconds opposite leg stance. 20 seconds tandem position. And 20 seconds tandem position on a soft surface. Okay? Итак, еще раз, все положения в тесте, которые мы проходим. Положение стоя на двух ногах, стопы близко друг к другу, параллельно друг другу стоят. Положение на одной ноге, и мы держим все по 20 секунд. Значит, первое, стопы вместе близко друг к другу стоят. Потом положение на одной ноге, потом меняем ногу на другой ноге, потом в небольшом выпаде на одной ноге, в небольшом выпаде на другой ноге. И дальше такое же положение, но на неровной поверхности. For each sequence of the test, you must count the number of mistakes. The score of the test is the final score of all the sections.
Для каждой части теста вы считаете количество ошибок, которые пациент совершает. Финальный which результат is, теста, общий балл, это сумма всех ошибок за все этапы выполнения теста. for the soft surface, you can use also 2 pillows or 1 mattress. Okay. Don't look for very expensive or complicated things. Для того, чтобы сделать тест на мягкой поверхности, не ищите какие-то сложные варианты, ничего не усложняйте. Вы можете положить 2 подушки, вы можете заставить человека встать на матрас, то есть не надо усложнять. Okay. Which is the testing position? The patient must hold the eyes closed and the hands on the iliac crest. Okay. В каждом положении у пациента должны быть закрыты глаза, и руки должны быть на подвздошной кости. The mistakes are when the patient opens the eyes or take off the hands from the iliac crest in order to look for balance, or when he touched the ground with the other leg, or move the foot away from the position required for that specific section of the test. Какие у нас могут быть ошибки? Первое, пациент открывает глаза. Второе, пациент убирает руки с подвздошной кости, пытаясь сохранить положение. Третье, пациент опускает ногу, если он стоит на одной ноге, либо он меняет положение стопы, уводя ее в другое положение, не характерно именно для этого этапа теста. So, plus, more mistakes are if the patient lifts the first toe, the first finger, or the 5th finger, as before, and if the patient is unable to return to the testing position within 5 seconds. Еще какие у нас могут быть ошибки? Как и в прошлый раз, это отрыв 1 и 5 пальца стопы поверхности. И ситуация, когда пациент нарушил положение тела, но при этом не может вернуться в эту же исходную позицию быстрее, чем за 5 секунд. Okay, so I'm going to demonstrate in a very short version of it. Okay? Я вам сейчас продемонстрирую, такую очень укороченную версию. Okay. So, sequence number 1. Close the eyes, standing on 2 feet, hands on the iliac crest. 20 seconds. Первый этап. Стою, ноги вместе, у меня стопы вместе, глаза закрыты, руки на подвздошной кости. Very severe deficit or patients with severe proprioceptive deficit can make mistakes also in this second step that looks like a very easy one. But for you that are healthy, it is easy. У пациентов, у которых есть явно выраженный проприоцептивный дефицит, даже это положение, которое вам кажется очень простым, может быть достаточно сложным. So, 2 feet, 1, 20 seconds, second, 20 seconds. Сделали на 2 ногах, перешли на одну ногу, 20 Tandem. секунд подержали, на второй 20 Tandem, секунд. 20 seconds. Дальше положение в выпаде 20 секунд. Opposite tandem, 20 seconds. На противоположную, на ногу перешли. Tandem on the soft surface, 20 seconds. И на мягкой поверхности. And 20 seconds. 20 секунд и 20 секунд на другую ногу. So let's see the mistakes now. Теперь посмотрим ошибки. For example, opening the eyes, 1 point. Например, вот я открыл глаза, одну очку. Moving 1 or 2 arms, looking for the balance. So 1 point, 1 point. This is 2 points because both arms.
Значит, дальше. Вот я оторвала одну руку. Одна ошибка. Вторую руку. Вторая ошибка. Если сразу две руки оторвал пациент, то это сразу 2 балла, потому что сразу две руки. Then, touching the ground with the opposite leg, 1 Дальше. point Вот each я time. коснулся земли противоположной ногой. Каждое касание это 1 балл. Now look at this one. So I'm touching the ground, I'm losing the position, and I spend more than 5 seconds to come back in the testing position. Теперь посмотрите, что я делаю. Вот я таким образом ногу потерял равновесие, ногу отставил, коснулся из земли, чтобы равновесие сохранить. И теперь я не могу вернуться назад в тестовое положение быстрее, чем за 5 секунд. And as I said before, if you lift the first of the or the fifth fingers. И, как я уже сказал раньше, если вы отрываете первый или пятый палец стопы. Okay. So we started from the first one, the one leg standing. Now the balance error scoring system test. Those, as you can see, it's an increasing of performance that is required from the first to the second, because the first one was just standing on one leg. Here is from standing on 2 feet to standing on a line in tandem position on soft surface. So it's an increasing of performance that is required to perform this test. Итак, мы с вами начали с самого простого теста. После этого мы с вами посмотрели так называемый best тест, то есть тест на ошибки при балансе. И вы видите, что этот тест сложнее первого, потому что здесь у нас с вами уже и ноги стоят не на ровной поверхности, и у нас меняется положение тела, и у нас есть положение, когда одна нога впереди, одна сзади, но стопы стоят на другой линии, то есть нагрузка проприоцептивная на человека гораздо больше. And the best test start to become a dynamic one, because from one position immediately go to the second, to the third, and moving on. И тест на баланс уже становится динамическим, потому что в нем есть переходы из одного положения в другое, и они меняются, и мы видим, как он разворачивается. Okay, now we are starting to do the dynamic test, the purely dynamic test. So I need 2 seconds to show you the first one, how to prepare the first one. Теперь мы с вами переходим к динамическим тестам, чисто динамическим, и мне нужно будет 2 секунды для того, чтобы показать вам, как нам подготовить первый тест. Okay, non ci sei mai. Okay, so now we need the ruler. So, and the tape. Вот теперь нам с вами понадобится линейка и лейкопластырь. So you need to place one piece of tape on the ground. Значит, берем кусочек лейкопластыря и клеим его на пол. 30 centimeters long. Длиной 30 сантиметров. And you apply it on the ground. И вот приклеиваем на пол. Then a second piece of tape, 30 centimeters long. Берем еще кусочек лейкопластыря, тоже 30 сантиметров. Так. Что-то у нас у Стефана немножко... Окей, you're back. Good. I was here. You went away. So one piece of tape, 30 centimeters long. Значит, мы с вами взяли один кусочек 30 сантиметров. And then a second piece of tape, 30 centimeters long. И второй кусочек, тоже 30 сантиметров длиной. Apply it on the ground.
30 centimeters apart. И мы их клеим на пол, и между двумя линиями у нас тоже должно быть расстояние 30 сантиметров. So looking from the top, Если is вы what you need. будете смотреть сверху, вот такая у вас получится форма. the test required to jump on one leg from one one strip of tape to the other and back. Значит, в тесте нужно выполнить прыжок на одной ноге, перепрыгнув обе полосочки тейпа, обе полосочки пластыря, и назад вернуться точно так же прыжком. You have to repeat the jump 10 times, back and forth. That means Вот такой прыжок вперед-назад выполняется 2, 10 раз. 3, 4, till the 10th, okay? Вот таким образом. То есть в сторону и назад это раз. И опять в сторону и назад это 2. И вот таким образом 10 раз. Then you need to start the clock at the beginning of the test and stopping the clock when the patient is able to complete the 10th back and forth jump. Значит, когда пациент начинает прыгать, мы запускаем секундомер и выключаем его тогда, когда он закончил 10-й прыжок. And which are the mistakes? If during the test a patient touch the line, that jump is 0. So 1, 2, 3. I touch the line, so it's 3 again. 4. I touch the line, it's 4. 5, and so on. Each time I touch the line, that repetition doesn't count. Значит, какие могут быть ошибки? Если пациент во время выполнения прыжка коснулся линии, вот тот раз, когда он коснулся линии, не считается. То есть начал прыгать, выполнил 2 раза, на 3-й наступил на линию, все, этот повтор не считается. So the results comes from the time required to complete the 10 jumps. Значит, You need to do it. результат теста – это время, за которое человеку удастся выполнить вот таких 10 прыжков. You need to compare it with the other side. Again, if the difference is less than 10%, that's not a big deficit. If the difference is more than 10%, then there is a deficit. Выполняется таким образом тест на обеих ногах. Если расхождение между временем, которое человеку потребуется на 10 прыжков, меньше 10%, то значит дефицит небольшой. Если мы видим расхождение, которое больше 10%, значит у нас есть значительный дефицит. Don't laugh. Значит, не смеяться сейчас надо мной. I'm very old, okay? So Потому что я очень старый, надо мной сейчас не смеяться. So I'll demonstrate a short version. Я вам буду короткую версию демонстрировать. So, 1, 2, I touch the line, Я so still 2. наступил на линию. 3, 4, okay? Вот таким образом. Okay. In a real motion, should be something like, because as short, less time you use, as better the result is. So, 1, 2, 3, в результате 4, должно выглядеть приблизительно 5, вот так. 6, 7, 8, 9, 10. То есть I'm dying. все, я умираю. So this test is quite challenging. If the patient during the test feel pain, the result is 0.
Мгм. Этот тест достаточно сложный. Если при выполнении теста у человека где-то болит, то результат нулевой. Okay? Мгм. Any question? Oh, Е- sorry. We have two more. Sorry. Two more. У нас с вами еще два теста есть. Okay. So for the next two tests, we need a little bit longer area. So I'm not using the room. I use the corridor. Мгм. Для следующего теста нам нужно помещение, у которого будет достаточная длина, поэтому я этот тест обычно провожу в коридоре. And the next test require a very expensive tool И для because этого теста очень дорогой инструмент должен быть. you need to apply on the ground a 3 meters line with a tape. Потому что вам нужно вот такую линию сделать 3 метра длиной, 3 метра лейкопластыря. With this 3 meter line, probably 20 cents of euro, you can do 3 tests. Значит, вот таким образом, вам, наверное, эта линия обойдется где-то в 20 центов. Вот, вы сможете 3 теста провести на ней. Lateral jump, Значит, мы с вами будем делать боковой прыжок. tripolateral jump, Мгм. crossover test И, for time. Stefano, are these different tests? Yeah? Lateral jump? Lateral jump, Ага. sorry, I tried. One. Окей. The second is tripolateral jump. Ага. Значит, And the первый у third нас is- будет прыжок. Это просто боковой прыжок. Второй у нас and the будет тройной боковой прыжок. And the third is crossover test for time. А третий у нас будет такой скрестный шаг, тест. Мы его будем 4 раза делать. So let's start with the crossover test. Начнем мы как раз с вот этого скрестного шага. So it is a one leg test. Значит, он выполняется на одной ноге. You should start with the toe on the line. Значит, пальцы у нас на линии стоят. The physio has the chronograph. Значит, вы засекаете время. And the test is this one. You have to jump left and right. И тест у нас вот такой. На одной ноге мы выполняем такой вот прыжок, пересекая линию. And you need to complete the 3 meters as fast as possible. И вот таким образом, перепрыгивая линию, нам надо 3 метра эти покрыть как можно быстрее. As fast as possible. So you need to do 3 trials per each leg. Делаем Right, left, right, left. 3 попытки на каждую ногу. Левая, правая, левая, правая, левая, правая. If the difference in time is less than 10% is okay, more than 10%, then the test is positive. Doing 3 trials or 3 tries, what you can see is the difference between the best and the best, best of the right and best of the left. The difference between the worst of the right and worst of the left. And the performance, how the performance change during the 3 tests. That means how the fatigue has effect on the test. Значит, в ходе выполнения теста вам нужно посмотреть на следующие моменты. Вам точно так же надо будет сравнить результаты для одной ноги и для второй, посмотреть на расхождение. Меньше 10% оно или больше 10%. Но в ходе выполнения теста вы будете сравнивать разные вещи. Первое. Вы будете сравнивать лучший результат для левой ноги с лучшим результатом для правой.
какое там The, расхождение. Потом вы будете сравнивать худший результат для левой ноги с худшим результатом для правой ноги. И еще вам важно посмотреть, как правильность выполнения теста будет меняться в ходе этого процесса. То есть для нас важно посмотреть, как при усталости будет реагировать стопа. okay. The limit of this test is that the physio has to stop the clock exactly when the foot pass over the finish line. So there can be small differences. That's the reason why we do in 3 tests, in 3 trials. And that's the reason why we use a cluster of tests and not just this test as itself. И здесь очень важно, чтобы вы выключили секундомер в тот момент, когда нога пациента, пересечет финишную линию. И иногда тут могут быть некоторые расхождения. Именно поэтому мы делаем по 3 попытки на каждую ногу и обязательно смотрим результаты тестов в комплексе, а не используем только один этот тест. I'm going to give you a short demonstration. I see you laughing. I see that you are laughing. No, I'm not. Okay. So I'm starting with Итак, маленькая демонстрация. right leg. 3, 2, 1, go. И на правой Stop. ноге. Все, остановились. And I have to repeat it with the left. Теперь повторяем на левую ногу. Stop. Остановились. 3 times, 3 tries. 3 раза, 3 попытки. Compare the best and the best, the worst and the worst, the average, and then see how the performance changed during the test. Сравниваем лучший результат с лучшим, худший худшим, средние показатели и смотрим, как менялась способность выполнять этот тест в процессе времени при воздействии усталости. You can find also a 6-meter version of this test. So if you have space enough, you can use the 6 meters instead of 3 meters. Вы можете найти вариант этого теста, где используется 6 метров. Если у вас достаточно пространства, можно и на 6 метрах проводить. So, lateral jump. Теперь боковой прыжок. We measure the length, not the time. Здесь мы будем мерить длину, не время. So simply, you need to do a lateral jump as long as you can, and you take the measure along the line, and you take the measure of the length of the jump. То есть вы просто делаете прыжок, латеральный прыжок, и как можно более длинный, и измеряете длину. Again, 3 tries, left and right, 3 for the left, 3 for the right. And you can Опять measure. же, 3 попытки, 3 на левую ногу, 3 на правую. And you can compare the length, the better, the worst, the average, and how the performance changed during the test. So how the fatigue or the coordination have an effect on the test. Значит, мы с вами опять же сравниваем лучший результат с лучшим, худший с худшим, средний результат со средним. И смотрим, как усталость влияла на способность выполнить этот тест или на координацию движений. Hands on the iliac crest. Руки помещаем на подвздошную кость. 3, 2, 1, jump. This is mistake because I touched the ground with the left. Это ошибка, это не считается, потому что я коснулся второй ногой пола. Повторяем. So 3, 2, 1, go. And take the measure. И теперь замеряем длину. On the left side. 3, И теперь 2, на 1, левую go. сторону. And make the measure. И опять замеряем. The triple jump. The triple jump test is the same. Тройной прыжок. Simply, it's a triple jump. So, Все то же 1, самое, 2, 3. только 3 выполняем. 1, 2, 3. On the right.
Сделали на правую and 1, 2, and 3 on the и left. на левую. Okay. So I need to sleep now for a couple of hours. Теперь мне надо пару часиков поспать. That's the first time that I'm teaching and I'm more tired of the attendees because usually the attendees have to do it. Это первый раз в Terrible. моей жизни, когда я что-то преподаю, и я устал больше, чем слушатели, потому что обычно слушатели должны же все это пробовать и выполнять, а теперь тут только я выполняю, это просто ужасно. So let's see the last test. Давайте теперь с вами посмотрим последний тест. The last test name is heel rise test. Значит, последний тест называется тест на подъем пятки. So very difficult test. Очень сложный, очень сложный. So you need to, the test is simply this one. То есть тест у вас будет вот просто такой. Okay. So your hand are on a table, on the back of a chair. Значит, под Just руками должна быть какая-то опора, стул, спинка стула. Just using the tip of the fingers, and not for gripping, not for grasping, not for holding or pushing, but just to keep the patient safe. Опору используем только для баланса. Мы за нее не хватаемся, не давим, не держим ее. Только подушечками пальцев чуть-чуть придерживаем себя, чтобы пациент себя чувствовал в безопасности. So the test is count the number of repetitions that you can do lifting the heel. So the movement is upward. So the movement is just upward, not back and forth. Значит, выполняем движение, при котором мы двигаемся четко вверх, отрывая пятку от пола. Не в стороны, не вперед-назад, четко вверх, вверх и вниз, вверх и вниз. И считаем количество повторений, которое может выполнить пациент. So the patient has to stop the test, or when he can do one more repetition, or because of fatigue, or for pain that appear everywhere in the lower limb or in the lower back. Значит, тест пациент прекращает выполнять, если у него появились любые болевые ощущения в нижних конечностях или в области поясницы. Либо, если он чувствует, что ну все, вот его еще на один раз хватит и больше не хватит. Потому что give you a demonstration of the test. 3, 2, 1, go. 1. Показываю демонстрацию. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21st, and so on. И так далее. The minimum is 20 for amateur and 30 for professionals. This is the minimum. Минимальные показатели это 24 для обычного человека и больше 30 для человека, профессионально занимающегося спортом. I'm going to show you one of the most common mistakes that a patient do during this test. Я вам хочу показать одну из самых типичных ошибок, которые пациент выполняет в этом тесте, делает при выполнении этого теста. So, one is good, the second is good, Первый, второй, третий хорошо. And when the fatigue starts coming, they change the pattern of movement. Накапливается усталость, пациент меняет паттерн движения. And they start doing like this one. И начинают делать вот таким образом. So it's like they are using the energy of the comeback in order to push the body up
So this is a mistake. You should stop and say, don't do it. Up and down. Just up and down. То есть, когда человек начинает вот таким образом выполнять движение, он использует, по сути, как бы силу того, что он раскачивается, для того, чтобы по инерции оторвать пятку. Это ошибка. Мы говорим, что так делать не надо, останавливаем и просим двигаться четко вверх, поднимая пятку четко вверх. So what you have to check, in this test are, first, if the patient reach the minimum, 20 for amateurs, 30 for agonist professional, and the differences between one side and the other side. Значит, что мы должны с вами здесь посмотреть? Во-первых, может ли человек выполнить минимум, 24 для обычного человека, 30 для спортсмена, и есть ли расхождение между левой и правой ногой? Okay. So let me check the time. Давайте я сейчас проверю No, время. she say my. Okay. So we have 10 minutes. У нас с вами есть 10 минут. For questions. И теперь у нас есть время для вопросов. Okay, we had a question whether it is possible to correct flat feet. With this test? No, in general. No. Is it possible to correct flat feet? Okay. Who asked this question? What the name? Tell me the name of the people who make question. Okay. It's difficult because they have their nicknames, so doesn't matter. I'm not even sure how to read. So the answer. This is a super big question. There are different kind of flat foot. The true flat foot are coming from a different. We can see a disease of the collagen of the foot. So the collagen of the foot is shift more toward the elastin and a lack of collagen. So all the ligaments are unable to maintain the right positions of the different joints. All the tendons are unable to perform their own job properly. So in these cases, it's really quite complicated to make a correction. Of course, you can work on the intrinsic muscles, you can work on the muscles, you can work on proprioception, but there's a deficit of the collagen. У нас был задан вопрос по поводу того, что можно ли исправить плоскостопие. Это очень глобальный вопрос на самом деле, потому что плоскостопие может быть совершенно разное. И если у нас речь идет о реальном плоскостопии, то это скорее проблема соединительной ткани, потому что настоящее плоскостопие возникает в том случае, если есть определенная дисфункция коллагена меньше, чем эластина, и от этого страдают совершенно все ткани, не только стопа, но это проявляется и во всех связках, во всех суставах. И здесь мало что можно сделать. Вы можете, безусловно, работать с внутренними мышцами стопы, вы можете работать с проприоцепцией, но результата глобального в случае, если это патология соединительной ткани, у вас не будет. The dysfunctional flat foot, it's a different story because it comes from, so that the tissues of the foot are healthy, but the system doesn't work properly. So in this case, you can do something with exercises, with orthosis, in the very worst scenarios, the surgery. So, but in this case, yes, we can.
В случае, если у нас идет речь о плоскостопии как о некой дисфункции, то есть в том случае, если ткани совершенно нормальные стопы, но есть некая дисфункция, то да, мы можем исправить плоскостопие самыми разными средствами в зависимости от его сложности. Это могут быть и упражнения, это могут быть какие-то ортезы. В самом худшем случае это может быть операция, но это возможно только в том случае, если сами ткани нормальные. Any other question? Еще у нас есть какие-то вопросы? No, it seems like I don't see any other questions. Good. So, ciao. Ну что ж, дорогие друзья, раз вопросов нет, тогда мы с вами прощаемся на сегодня. See you next time. Ciao. И до встречи в следующий раз. Всем Ciao, ciao. пока-пока.